В научном институте идет эксперимент. Исследуют на людях влияние кинолент. Как на сознание воздействует кино сомнительного качества и снятое давно. Хороший парень Степа нуждается в деньгах. Устроился подопытным, плевав на риск и страх. Не знал он, что процессом, глумясь, руководит профессор Замышлявкин, злодей или эрудит. Эх, Степа смотрит фильмы, теперь он заточен. И если б не друзья его, он был бы обречен. Мутанты, диверсанты, собака и пингвин спасают его психику и смотрят вместе с ним. Фидель! Кетчуп! Лучшее достижение отечественной оборонки! Когда друзья все вместе, не страшен им злодей. Они все комментируют, что было веселей. Теориям научным они наперекор хохочут и смеются, смотря проект «Попкорн». Здравствуйте! Добро пожаловать в проект «Попкорн» эксперимента по изучению воздействия кино на сознание человека. Мне было бы вдвойне сложнее и труднее выдержать все это, если бы не мои друзья, которые приходят ко мне в гости. А вот они. Привет, Кетчуп! Привет! Привет, Фидель! Привет, Степа! Хорошо, что вы пришли, потому что мне без вас уже стало здесь одиноко и сложно. Ну что ты, Степа, как мы могли тебя бросить? Ведь то, что здесь происходит, самый бесчеловечный эксперимент из всех, которые я видел. Да, перед этим опытом меркнут злодеяния самого Франкенштейна и доктора Менгеля. Если опыт удастся, никто не спасется и не уйдет отсюда живым. Нас вызывает профессор Замышлявкин. Здравствуйте, профессор. Ага, мистер Самокатов и его троица подопытных кроликов. Сегодня я вам приготовил нечто такое, от чего взорвутся ваши мозги. Главный герой этого фильма, товарищ Циолковский, величайший гений своей эпохи, напоминает меня. Но никто и ничто не смогло остановить мистера Циолковского от однажды выбранной им цели. Так и меня никто и ничто не остановит в моем эксперименте. И вы для меня никто и ничто. Ну, это вы, в общем-то, и так знаете. Смотрите и трепещите. Дорога к звездам. Садись. Ты прости меня уже. Так, музыка Преснякова. Ну, повезло хоть с музыкой. Интересно, старшего или младшего? Текст читает Левитан, то есть Левитин. А кто в ролях вообще? Том Круз, говорят, нет? Жди тоже Том Круза. В роли Циолковского снимался лауреат 4 Оскаров Циолковский. Детям до 18 лет не смотреть, ненормативная лексика. Мы начинаем с рассказа об этом великом и скромном ученом. Из-за острова на стрежень выплывают расписанные стенки. В начальной школе работает... Пиво привезли, быстрее! Тяжелая болезнь, перенесенная... Так, на тебе рублик, возьмешь 6 бутылок. А ты бегом за таранькой. Общение с людьми затруднилось. Пришлось самоучиться. Слушай, а пошли лучше в Макдональдс, ну его нафиг, а? Университета. Но больше, чем глухота, отдаляла Циолковского от окружающей среды различных... А ну, пошел с этой стороны тротуара. Понимали, считали чудаком. Циолковский! Циолковский, вылезай! Ты где? Циолковский! Циолковский! До всего нужно было доходить самому. Везде надо было доходить самому. Ах, пивка охота! Хотелось улучшить жизнь людей. И в голове скромного учителя возникали поразительные... Не было ничего, кроме пива и воблы. Оторваться от земли, И хочу в полететь небо! космос, использовать энергию солнца. Сейчас мы полетим в космос Только на этом в шаре! ребятах Циолковский находил слушателей, жадных до всего необычного, Летит! интересного, нового. Петька, лови простыню, мамка уши отдерет! Виталий, ёшкин ты кот. А что, ребята, можно на воздушном шаре слетать на Луну? А? А что это вы здесь делаете? Конечно, нельзя. Почему? Потому что Потому что это его лучший ученик. Он его нашел прямо в цыганском таборе. Там дальше воздуха нет, там пустота. Правильно. Но это только первая причина. А есть еще одна. Какая же? А кто сбегает с пивком, скажу. Смотри.
Я бросаю камень вверх, Не надо! а Вы он много отдавили. возвращается обратно. Так будет с каждым. Почему это? Может, бегаем прямо сейчас лучше? Смотри. Владимир Земля Ильич притягивает очень к себе любил и камни, детей. И воду. И нас с вами держит около себя, как пленников. Вот смотри, Петька, По земле здесь белый, двигайся сколько хочешь. а здесь красный, а здесь я один на лихом ни коне. шагу. Ты оттолкнешься, а земля тебя оттуда, из пустоты, вернет. Дурья твоя башка. Дяденька, дай хлеба. И никак не вырваться. Эх, надо бы применить тебе Head and Shoulders. Тяжесть можно. Затянула бурой теней 300 лет Корабль, который тому мог бы набирать назад. скорость постепенно и двигаться, куда мы захотим, там, в пустоте. Ой, ну я вас умоляю, учитель. Там нет ни земли, ни воды, ни воздуха. Ни пива. Что? А хочешь, ты я тебе мне? покажу, от чего можно оттолкнуться в пустоте? Интересно, бить будет? Надо ту опору, от которой ты хочешь оттолкнуться, взять с собой туда, в пустоту. Я не понимаю. Сейчас поймешь. Оттолкнуться можно от любого предмета, от любого вещества, имеющего вес, массу. Вот я тебе сейчас Вот мы сейчас неподвижны. Ну, держи. Ты смотри, Не надо! я отталкиваюсь от весла. Ать! От Боже мой. другого. Что вы делаете? Ать, От якоря! ать, От скамейки! ать. От Тау. ведра! От зонта! Василий Эдуардович! От пассажира. Мы едем или нет? Едем! Еще как едем! Мы едем, едем, едем в далекие края. В пустоте можно двигаться только так. Отбрасывая назад весла. Часть своей массы. Это отдача, реакция, третий закон Ньютона. Ну, и что-то в этом роде. Равно противодействию. Ты вспомни, как откатывается при выстреле пушка. Как? Пушка. Лягушка. Может быть, лететь на Луну верхом на пушке? Ракета! Ю! Ракета! Ракета из весел! Ракета, известная сотни лет. Вместо снарядов она выбрасывает газовую струю. Ракета летит за счет весел. Так, ракета летит за счет стрелок. Летят в разные стороны. Газы назад, а ракета вперед. Воздух, Почему я не посадил два кустика? только мешает полету. Но сможет ли ракета развить космические скорости? Надо рассчитать, вывести закон ее движения. Дорогой Микки Маус. А в это время в Цюрихе. Guten Morgen, Fräulein. Guten Morgen. Шлеп, 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 шлеп. Guten Tag. Какие замечательные перспективы открывает перед людьми Эмиграция. выход в мировое пространство. Остановись, Поселение в безумец! Это говорю Жизнь тебе без я, тяжести. отец Исаака и Авраама. Посещение планет. Что? Отрекись от весел, используй ракетное топливо. Третий блок на обед. 6-я палата. Процедура. Но эти мечты Смотри, были Циолковский так превратился в монашку. безнадежно далеки от жизни. Беспочвенный фантазер, сумасшедший мечтатель. Сатанист. Кому нужны твои реактивные приборы? Мафия приговорила тебя к смерти. Привет от Дона Лучиано.
Что ты хочешь? Полететь в Чтобы космос на тебя велосипеде? услышал Петербург? Но ведь официальная наука Не признает царской велосипедов. России повернулась спиной к русскому гению. Она подобострастно склонилась перед Европой. Циолковский писал тогда: Циолковский. основной мотив моей жизни — сделать что-нибудь полезное для людей. Вампир Циолковский выходит ночью. Продвинуть человечество хоть немного вперед. В моем Вот саду почему я интересовался тем, что не цветет давало мне сирень. ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы, может быть, скоро, а может быть, в отдаленном будущем, Красивые звезды дадут сзади, смотри, как обществу нарисованы. горы хлеба и бездну могущества. В 29 году профессор Оберт из Германии писал Циолковскому: Wir kauften und willst an die Straßen für alles und für Tarkovsky eine Regel Posen an der Ober. Мечта человечества. Десятки, сотни, а потом тысячи энтузиастов начали Ребят, тактически тащи сюда Циолковского! ракетной техники. С помощью динамометра измеряли силу тяги А парохода. точно тем концом ракету поставили? Дурак, переворачивай ее носом кверху. Затем пытались приспособить пороховые ракеты для движения по земле. Я ни о чем не жалею! Ракетные сани немецкого Мне летчика будет не астронома хватать тебя. Валье развили Первая скорость космическая ракета. взрывом до 100 Емелина километров печка. в час. По щучьему велению, по моему хотению. А без пассажиров. Так, как же она останавливается? Где же тормоз, а? То есть, по щучьему велению или как-то мы хотели... Финиш! Невыгодным. Так и не вспомнила. Начался За Кабул, штурм в за Кандагар, за весь наш аул. Эй, эй, Он напоминал войну. Аллах Акбар! Гремели взрывы и гибли люди. Хороший у тебя фейерверк. А где вот хороший? Что за ручка? Не трогай! Энтузиаст межпланетных сообщений Макс Валье. Где-то здесь должна быть розетка. В своей лаборатории погиб немецкий инженер Рейнгольд Тилинг. Но цель была слишком грандиозна. И они слишком решили запустить заманчива. нефтяную вышку. Новые энтузиасты строили новые ракеты. В Нефтяную вышку. 1929 году Как ты думаешь, она впервые полетит? в мире поднялась к небу Сомневаюсь. ракета американского профессора Годдарда. А в 1933 Молоко, году сметанка, пирожки вылетела горячие. Первая ракета в нашей стране. Ракета, созданная ГИРДом. Я тут Группой купил изучения кайфовый реактивного фейерверк. 100 движения. баксов стоил, осторожно. Участники первого старта волновались. Взлетит ли ракета? Люсь, Хватит ли у нее я сил тебя люблю. оторваться? не догонят. Но вот ракета заправлена бензином и жидким кислородом. Слепой тоже участвовал в эксперименте. Он-то все и испортил. Все отошли. Кроме Маяковского. Так, полезли за Хотелось яблоками, лучше давай. видеть. Хулиганская шайка Квакина. Медленно нарастает давление кислорода. Ну, Но вот, наконец, Зина, поверни на 10, то есть на 13. атмосфер. Пора бы мне валить. Так, Можно открывать вентиль. Можно открывать первую бутылку. сейчас подсеку. Черт. Появилось пламя. Якорь, Ракета якорь же забыли. гремела, но не шевелилась. А я им там выкрутил Летит или нет? вентиль. Хотелось подбежать и помочь ракете оторваться. Но это не понадобилось. Хорошо пошла. Куда мы ее отправили? Дальнейшее Коллега, у вас есть судьба резинка? ракеты зависела Пожалуйста, сотрите от решения Австралию. многих проблем. Надо было снабдить ракету приборами автоматического А здесь управления. разместим туалетный блок. Может Надо быть, было лучше облегчить здесь? конструкцию, Да, и здесь еще чтобы один. увеличить запас топлива. Достижение Так, многих наук Леночка, сделайте вид, и что многих работаете. А, отраслей все сейчас ко мне, техники зайди. помогли создать современную ракету. В головной ее части расположены приборы. Основной объем
занимают топливные баки. А все остальное занимает В туалет. хвостовой части стоит ракетный двигатель. Боже, какой сложный слив. Турбина вращает топливные насосы. Они непрерывно подают горючее Насосы, и отсосы и окислитель в подсосы. камеру сгорания. Продукты сгорания с огромной скоростью вылетают через сопло. В струе газов поставлены рули. С рули. Она способна преодолеть расстояние между любыми точками земного шара и даже И, развить наконец, круговую отбросив скорость. весла первый раз, второй раз и затратив 800 миллиардов долларов, мы запустили космический бадминтон! В небе 4 октября 1957 года. Радиосигналы маленькой Луны Счет 3:0, оповестили переподача. мир о начале новой эры межпланетных путей. А чуть помедленнее, За кони. 1,5 часа спутник делает один полный оборот вокруг Земли. Сейчас он летит над Москвой. Я бадминтон один. Я бадминтон один. Через 10 минут он пересечет Индию. Ара бадминтон 1. Ара бадминтон 1. А еще через 25 минут его увидят Собачья в далекой свадьба. Антарктике, на другой стороне земного Что делают шара. эти собаки? Смотри, смотри. В разных Приколись, у точках меня в Земли окуляре идут такие наблюдения. большие собаки. Вот что-то они там делают, а? Его прохождение отмечается хронографами, наносится на карты. Б1 убит. Ух ты! Мы вышли из бухты. Все знают, что для того, чтобы фильм стал кассовым, в нем обязательно должны быть эротические сцены. Да, фильм без любовной линии не имеет успеха аудитории. То есть вы хотите сказать, что у Циолковского должна появиться любовная связь? Конечно! Классная блондинка, сексуальная красотка. Или брюнетка-нимфоманка, обольстительная шпионка, невероятная секс-бомба. Но он же не Джеймс Бонд. Вот именно! Я бы ему добавил моджо, снабдил пистолетом и посадил в крутую тачку. Я вижу уже сигнал, нам надо возвращаться в зрительный зал, иначе нам придется плохо. Блестящее осуществление идей Циолковского началось. Ну, началось. Заглянем в будущее. Час, которого ждали столетия. Час первого вылета человека в межпланетное пространство. Эти трое летят первыми. неудачников — байкеры. Куда мы катимся? В будущем даже одного размера колеса не смогут сделать. Космический корабль. Корабль. Результат труда десятков тысяч людей. Open Air. Сотен предприятий. Концерт на открытом воздухе. Многих академий, А кто сегодня играть будет? конструкторских бюро, лабораторий. Каждый из провожающих посылает А ну его нафиг, сегодня пошли в отсюда. космос в этом корабле свой винтик. Так, мы запустим ракету подъемным краном. Так, товарищи, туалеты прочищены, бумага заряжена, освежители свежие. Да, все, в общем, да. Так. Благодарю за службу. Смотри, смотри, что делают. Целуется. Я тебе говорил про Мишку с Ванькой. Пока, придурки! Дебилы! Осторожно и осмотрительно вступает человек в Надеть неведомый чапчики. мир. Все трое в Первый топку полет — паровоза. это пробный полет. Шагом! Сегодня космонавты проведут в космосе всего несколько часов, летая вокруг Земли. Космос обит мягкой кожей. Надо проверить, как будет чувствовать себя человек в космическом полете. Надо Закрыть проверить работу топку паровоза. всех механизмов и приборов. It's been a hard day's night. Чик-чик-чик. Вася, Готовы? ты взял плейбой? Готов. Готов. Даю сигнал. В будущем было простое управление. Всего 2 ручки. Похоже на стиральную машину. Так, стирка, отжим. Убрать куриную лапу. Отодвинуть странную нелепую конструкцию.
3 к 1, что не взлетит. Опустить башенный кран. Так, все, сваливаем, давай! Папина победа. Ну что, взрываем? Начинаем. Взрываем. А теперь сушка! Так, 2 голубых направо, остальные налево. Партизаны, сдавайтесь, вы окружены. Человек завершил свое дело. Теперь автоматы сделают остальное. А нитроглицерин поставит точку. Автомат включит двигатели. Интересные люди Автоматы собрались будут на старте. первыми Что здесь делают управлять бородатые кораблем люди в черном? полете. Хранители мировой безопасности. Саня, ты ко мне не очень там прижимайся. Партизанин, выходите из леса, сдавайтесь. Что делать будем? Не сдаемся. Старт. А точно Челленджер было хорошее название для этого старта? Счастливо оставаться! Корабль набирает скорость. Ускорение Вася, я не создает могу больше. перегрузку. Я сейчас обделаюсь. Космонавт ощущает растущее увеличение своего веса. Ниже, ниже, да. Их То есть, выше, лишила выше. подвижности. Преодолевая сопротивление атмосферы, корабль летит уже вдвое быстрее артиллерийского снаряда. И втрое быстрее весла. Кончилось горючее в первой ступени корабля. Отбрасываем космонавтов. Управляемая по радио, она вернется на Землю. Автоматически работает рули корабля, постепенно переводя его на заданную орбиту. Скорость продолжает нарастать. Вот уже 6 весел в километров секунду. Тяжело. Точно земля напрягла все силы, чтобы вернуть убегающих пленников. Вася. Отделилась вторая 7 ступень. весел. Отбрасываем туалеты. Корабль по инерции летит все выше, приближаясь к заданной высоте. Похоже на космический шприц в космосе. Третий раз включаются двигатели. Скорость доводится до круговой. Ура! Фу, приснится ж Двигатель такое. смолк. Начался свободный полет. Корабль стал небесным телом. Он мчится теперь вокруг Земли, в безвоздушном пространстве, на высоте более 1000 километров. Вася? Но что это? Иху! Человек летает, Человек летает в дурацких конечно. сапогах. ведь тяжесть исчезла. О, он симпатичный. Лети ко мне, Что же пупсик. произошло? Отчего наступила невесомость? Действительно, от чего? Мы привыкли видеть, что человек, подпрыгнув, Ой. падает на пол благодаря притяжению Это же Ньютон. Земли. Ньютон? Но если Извиняюсь, одновременно с Ньютон, человеком так. начнет падать и кабина, Я ни в чем не виноват. человек не сможет догнать пол. Он останется висеть в воздухе. Часть тренировки в звездном городке. Именно это и произошло в корабле. После выключения двигателей Корабль он упал на становится землю, и никто не свободно выжил. падающим телом вместе с находящимися в нем космонавтами. Обладая огромной скоростью, он все время как бы падает мимо Земли. Такая же хорошая погода всё затрачивая время. около 2 часов на один оборот вокруг планеты. Трудно, попав первый раз в условия невесомости. Меня крутит нереально. Многие думают, что невесомость наступает только при значительном удалении от Земли. Профаны. Это неверно.
Состояние невесомости испытывают и летчики в пикирующем самолете, и парашютисты при затяжном прыжке. Везуки. Правда, невесомость в этих случаях продолжается очень недолго. В космосе началась будничная работа. Ведутся наблюдения, держится связь с Землей. Алло, Земля. Чё надо? Отвечаю, локатор дал высоту. Над Австралией 1200, над Европой 1300. Эллипс соответствует расчетному. Самочувствие хорошее. Буби козыри. А у меня на экране какая-то задница. А у меня какая-то муть. А где вообще экран? Солнце перегрело правый борт. Повернемся. Выключаю задницу. Коля, сиди тихо, менты, кажись, снаружи. Слушайте, а как выключается эта задница? Как метеориты. Нормально. Мелкие идут все время. Замечательно видны границы облачности. Вот откуда погода предсказывает. Откуда? Из гидромедцентра. Да пошли вы все. Ребята, меня глючит. Сейчас зайдем в тень Земли. 7:05. Колю глючит. Ведь космический шпринц. Шпринц. Шмамц. Пора испытывать скафандр. Чё? Не страшно? С тобой, дорогой, ничего не страшно. Помоги одеться. И вот человек впервые выходит в космос. Кукушка выходит Он из взял с дупла. собой в эту страшную бездну Он похож на человека привычного Мишелин. земного климата. Черт, почему запутался? Ну почему всегда я? Ну почему я сюда вписался? И поэтому тишина. Полное вечное безмолвие. А сколько опасностей подстерегает здесь отважных космонавтов, рискнувших вылезти из-под укрытия земной атмосферы. Ничем не ослабленные Где же здесь вход обратно? лучей пронизывают тело человека. Как попасть опять в корабль? Он был где-то здесь. Он был где-то Не здесь. поплатятся ли жизнью бесстрашные путешественники? Поплатятся, Метеориты, поплатятся. мельчайшие небесные камни носятся в пустоте. Любой из них, как пуля, может насквозь пронзить Я тело ухожу, человека. но я еще вернусь. Говорит Москва. Он краснеет, он бледнеет. Молчит Москва. Иха! Я оседлал космический шприц. Земля помнит о своих сынах. Но не Не часто. прекращается связь с космонавтами. Объявляем Регулярно результаты передаются спортлото. радиограммы с корабля. Все проиграли. С наступлением темноты его ловят тысячи глаз. Что за черт? Мчится по небу крохотная звездочка, Дай посмотреть и на на ней звездочку. летит папа. Папа, слезай с иглы. Первое возвращение из первого полета. Слегка затормозив свое движение, корабль начинает падать. В атмосферу надо погружаться постепенно, чтобы не сгореть, как метеорит. Так, и он рисует Корабль спираль спускается пунктирную. по спирали. Спираль пунктирная. Сейчас мы вам. Вы нарушили воздушное пространство Советского Союза. Сейчас вы будете уничтожены. Зенитное орудие к бою. Держись, Коля, тараним гадов. Торпеды, товсь! Есть торпеды, токс.
Рыбнадзор. Рыбнадзор. Может, из миномета шарахнем? Та-та-та-тарарам, тарарам, тарарарам. На синем лесу. Нам все телки дадут. Очередной Нас в этап плейбое завоевания напечатают. космоса окончился благополучно. Можно переходить к следующему. Можно переходить на надувной И банан. вот уже десятки кораблей отправляется в межпланетное пространство. Операция «Прощай, Америка». Ответ китайцев. Они доставят в космос материал и людей для постройки там. 12 миллионов где китайских ракет постоянные нацелены на внеземной потенциального станции. агрессора. Конь-конь-конь-конь-конь-конь. Одновременно готовится полет вокруг Луны разведочной ракеты. На гигантской «Автомата». космической кегле. А затем мы запустим в космос здание Московского университета. А также попробуем запустить в космос мину. Вместо людей в головную часть этой ракеты помещаются телевизионные передатчики. Так, где же эта фигня? Автоматически действующие киносъемочные аппараты. Здесь? Ладно, поставлю здесь, пока. Фотоаппаратура. Здесь был снабженная Вася. различной оптикой. Толя козел. Танька дура. Так вот. Сделал дело, бухни смело. Далеко в межпланетном пространстве Всё идет еще летал строительство первый внеземной станции. А по-моему, они строят космическое метро. Грузовые корабли доставили сюда на орбиту строительный материал. Клейстер, пластилин, Предметы папье-маше. ничего не весят, но их масса, инерция осталась. Перемещать детали по стройпространству можно только силой отдачи специальных ракетных двигателей. Или с помощью космического примуса. Сварка идет солнечными лучами. Они здесь всегда в избытке. Огромное сооружение, насыщенное сложнейшей техникой, питаемое атомной энергией, мчится вокруг Земли с круговой скоростью. Здесь эта ужасающая скорость незаметна. Нет ни воздуха, который свистел бы в ушах, ни толчков, ни проносящихся мимо встречных предметов. Есть только страшный космический Внешняя бублик. часть станции вращается, чтобы за счет центробежной силы создать ощущение тяжести. Слушайте, у меня и уже улучшить ощущение самочувствие тяжести. людей. Вы нормально еще смотрите? У меня невесомость. Познакомимся со станцией поближе. Здрасте. Кольцо разделено на отсеки герметическими Зихайте, дверями на случай таньте, пробоя таньте, ну. метеоритом и утечки воздуха. Ведь за стенами пустота. Станция ведет огромную работу. Здесь собирают Здесь и разбирают царство глобусы. метеорологов. Есть игротека и компьютерный клуб. Наблюдая Землю со стороны, они видят облачный покров. Тань, есть еще земного жетончик? шара. Сейчас дорисую собачку и подойду. Дежурство круглосуточное. Так, вот здесь вот распишитесь за кипятильник и сдайте одеяло. Хорошо, сейчас, да. Алло. Призовая В игра. Тихом океане возник большой тайфун. Движется на северо-запад. Срочно предупредите японских рыбаков. И срочно пришлите мне крем от усов. 26 градусов северной широты. На внеземной станции ведется большая работа по обслуживанию родной планеты. Здесь следят за передвижением льдов в арктических морях, за деятельностью Солнца, ретранслируют телевизионные передачи. И просто бродит по коридорам. Несколько десятков человек работают на станции. Здесь их жилые помещения. Человек быстро осваивается с новыми условиями жизни. И сюда, в черную бездну, принес он частицу своего привычного земного уюта. Конечно, хочется домой, но здесь сделано все, чтобы оторванность от земли Вискас давай. чувствовалась меньше. Товарищи, сегодня после долгой и продолжительной болезни
На 74-м году жизни скончался наш великий вождь и учитель... Не скажу кто. Необычные условия на станции дают возможность биологам проводить интересные эксперименты. В этом отсеке установите климат номер 5 и 8-часовые сутки. Ты посмотри только, как разросла здесь гидропоника. По-моему, Она пора ваш сушить. Попробуйте солнце А это мы покурим прямо сейчас. Мечта физиков — лаборатория в космосе. Ваша работа по космическим лучам сделает переворот. Увидите. Достаньте оружие и убейте их всех. Попросите поскорее испытать мою новую пластмассу в условиях самых низких температур. Моя твоя, не понимай. Хорошо, мы получили ее только сегодняшним кораблем. На станции работают филиалы самых различных земных институтов. Я должен убить астрономов. Я должен Астрономическая убить астрономов. обсерватория. Веками между пытливым глазом астронома и Вселенной стояла мутная атмосфера. А теперь... Мы расстреляем ее из пушки. Вы знаете, я здесь словно грязные очки снял. Вы узнаете кого-нибудь из этих двух людей? Две фотографии Марса, снятые одинаковыми телескопами. Но это с Земли, сквозь атмосферу, а это отсюда. Ну, доктор, вы маньяк. Вы мне постоянно показываете эту порнуху. Какая четкость, а? Внеземная станция не только исследовательский институт, но и похожа на ведет гигантское колено подготовка к унитаза. отлету на Луну первого корабля с людьми. Он странной формы. Странной Ведь формы. путь его отсюда до Луны пролегает в безвоздушном пространстве, и обтекаемая форма ему не нужна. Еще бы. Надо только экономно и удобно связать между собой кабину, баки с горючим, двигатели, шасси. Китайцев, пилотов и астрономов. А в это время в Государственной Думе. Здравствуйте, Шандыбин. Да, здравствуйте. Ну что, уже обед, пора, все, заседали, пошли. До старта осталось 5 минут. Старт состоится на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга. Мама, а медный всадник тоже полетит? Заткнись, дура! Прощайте, китайцы! Давно ли мы провожали первых космонавтов в полет сюда, на эту круговую орбиту, тогда еще не обжитую? Прощайте! А сейчас отсюда человек делает следующий шаг. Летит на Луну. На гидравлическом домкрате. Че, уже полетели? Бублик краснеет. Фантазия ученых и художников всегда идет впереди действительности. Неутолимая жажда знаний ведет их в этот спящий мир. Земля домкрату, земля домкрату. Доложите обстановку. Домкрат земле. Домкрат земле. Видимость 0. Экипаж пьян. Кто говорит? Автопилот. Дурак, старая шутка. Слушай, крутые спецэффекты все-таки в этом фильме. Да. Сейчас появится Спилберг. Все мертво. Ни голубого неба, ни полутеней, ни жизни, ни звуков. Спилберг мертв. Безмолвный мир. Он спал мертвым сном миллиарды лет. Теперь придется проснуться. Пришли русские. Русские туристы уже здесь. Человек. По-моему, даже 2 человека. Я раздавлю этого червяка. Не дави меня, нет! Вася, тащи мангал! Петька, круто! Выгружай водяру! Да, вот, доехали наконец! Ура, без жен!
Все отдохнем нормально, вот. Ух. Циолковский. Пора испытывать скафандр. Пора испытывать скафандр. Биби. Пора испытывать скафандр. Биби. Пора испытывать скафандр. Биби. А тебе не страшно? С тобой, дорогой, ничего не страшно. Помоги одеться, а? Сейчас помогу. Внимание, внимание! Квадрат D1. Гравитация в норме. Перегрузка незначительна. Погода над Тихим океаном стабильная. В Антарктиде холодно и пингвины. Кстати, как метеориты? Нормально. Нормально? Ваши научные эксперименты произведут переворот в теории относительности. Вот увидите. Особенно ценными будут они для гастрономов. Для кого? Для гастрономов. Фидель, не для гастрономов, а для астрономов. Ты испортил нам всю сцену. Но все-таки я считаю, что круто, что вся съемочная группа этого фильма классно отдохнула на Черном море. И кое-кто даже покатался на катере. Но, между прочим, если бы я был сценаристом, я все-таки перенес бы действие на Багамы, а может еще и на Карибы. Кто бы тебя туда пустил из бывшего СССР? Да, Кетчу, в то время Черное море было единственным местом для полноценного отдыха кинематографистов. Вот почему в конце каждого фильма хорошие съемочные группы старались обязательно снимать сцены на Черном море, в Крыму или на Кавказе. Слушай, ну это все понятно, ладно. Но объяснит мне кто-нибудь, что случилось с Циолковским? Куда он пропал вообще? Ничего с ним не случилось. Считай, Кетчуп, что он жив и по сей день. Может быть, он и жив, и работает на МКС или телескопе Хаббл. Фидель, я не это имел в виду. Это лишь логическое продолжение, связанного с тобой, Степа. Представьте себе, что мы можем связаться с ним по радио, включаем позывные. Циолковский, это Земля. Вызывает Циолковского. Прием. Циолковский. 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 Я слышу вас. И очень даже хорошо вижу, мои дорогие. Что это вы там у меня так раздухарились? А? Может быть, в открытый космос захотели? А, так я могу вам это устроить. Внимание! Выключаю подачу воздуха в лаборатории. Шутка. Но в следующий раз я так шутить не буду. Пожалуйста, осторожней со мной. Все, пока. Пора испытывать скафандр. Не страшно? Помоги одеться.